Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 января. Давайте узнаем, какие события в ближайшем будущем нас ожидают. Позволим картам раскрыть последовательность вот того, что с нами случится или произойдет, или чем нам придется заниматься, а может быть и те сферы жизни, в которых доведется принимать важные решения. У нас сегодня по традиции 2 колоды, и первая 78 дверей. Сразу это у нас будут как знаки судьбы, и вот по этим знакам мы можем определиться, открыты двери или закрыты. А вот те вопросы, мои дорогие любимые львы, которые вот сейчас как крутятся в голове, да, или, может быть, какая-то тема. Вот попробуйте на метафору карт переложить. И я так думаю, все равно подсказки какие-то будут. Мы сейчас все что-то переосмысляем. Время у нас сейчас такое. И было бы неправильно, знаете, вот как с места в карьер одно бросить, а другим начать заниматься. Или чем-то новым совершенно. Ну не пойдет. Пока тут планетарные такие у нас транзиты, а вот переделывать или переосмыслять самое время. Вот давайте узнаем, так что же там случится, или 3 знака судьбы, подсказки карт, пусть они нас направят, или наши мысли в то русло, ну, которое для вас более выгодно, более полезно, целесообразно. И узнаем на первой карте, что спешит в вашу жизнь. Или, как мы говорим, что спешит на ваш порог. А может быть и кто, вполне вероятно. И достанем карту неожиданности. Вот какие неожиданности могут случиться в эту декаду для вас. И в чем ваша фортуна, то есть в чем вам повезет. Может быть, что само в руки идет. Или как метод, может быть, да, тоже. Ну, посмотрим. И по основным сферам жизни. Первое – это любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом, чего ждать. Сфера финансов, чего ждать львам с 20 по 30 января. И по части ваших достижений, планов, у кого-то документы, у кого-то согласование, у кого-то и учеба. Да. Вот давайте тоже узнаем, чего ждать. Итак, первый знак судьбы. Вот тебе здрасте. Но вы знаете, это ведь вообще про образ башни. Хоть мы ее часто воспринимаем так немножко негативно, настороженно. Так вот, прообраз башни или первые карты – это, с одной стороны, какая-то система или какой-то порядок, который уже не срабатывает. Ведь в первых картах Таро это была тюрьма изображения. Именно такая старая какая-то тюрьма с трещиной через все здание. Но вот она стояла долгое время, и вдруг от попадания молнии она рушится. То есть нам символизирует карта о том, что что-то, да, вот оно, ну, может быть, и укоренилось, и мы к чему-то даже привыкли, но наступает какой-то момент X, когда это уже не прогресс. Оно должно быть как будто разрушено, потому что для нас это, ну, как сдерживание какое-то идет. Где-то с подсмыслом трансформации, мои дорогие. У кого-то это может быть внутренняя такая глубокая трансформация, правда, с переосмыслением, что очень символично планетарному прогнозу. А я вас приглашаю попутно на свой сайт почитать. У меня вышел гороскоп на неделю с 12 по 18. Ну, где-то мы не попадаем, да, в ту дату, которую мы с вами смотрим на картах. Но, тем не менее, кто смотрит раньше, перейдите, прочитайте. Я оставлю ссылку в описании под видео. Вот это глубокая трансформация, когда есть и вещи, которые, может быть, и стоит переосмыслить, отпустить. Но я должна сказать, старший аркан о чем говорит? Это не то, что вы инициировали, мои дорогие львы. Тут, скорее всего, какая-то тема связана все же с внешней ситуацией, да, мы говорим. И, к примеру, с чем это может быть связано? Изменения на работе. Причем эти изменения могут совпадать как раз с вашей реализацией. То есть буквально для кого-то башня, а для вас фортуна, мои дорогие. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому на всякий случай по этой карте приготовьтесь. Может быть, и есть какая-то персона, которая наводила долгое время тень на плетень. К примеру, да, как варианты. Вот давайте рассмотрим. А теперь, ну, маску эту придется снять. Или что-то тайное станет явным. И я этого тоже не исключаю. Вы можете очень чему-то удивиться. Подумать, ну надо же, ну вообще, как такое может быть? Ну, чтобы вы тут не думали, тем не менее, для вас эта карта означает, что для вас-то
Может, как раз какая-то словно тюрьма или какие-то оковы падают. А что для львов эта башня? Давайте узнаем. Вот какая-то история заканчивается, правда? Две, по сути дела, карты трансформации. И одна, и вторая. Ну, видимо, может быть, вы долгое время работали. Вот до седьмого пота буквально. Или в чем-то участвовали. Работы было много. И вам, ну, вообще было не очень интересно, что там, кто там замышляет. Вы немножко сами по себе. И здесь вас это может, ну, так весьма удивить какое-то событие. Опять же, карта говорит, что это связано именно с какими-то внешними историями, может быть, с историями людей. И самое главное, нет закрытых дверей лично для вас. Вполне вероятно, допускаю, что кто-то с вашей работы, вот другой вариант, например, да, он как увольняется человек, и вакантная должность, которую могут предложить вам. Вот здесь вы можете изменить даже карьеру, например, да. Вот для вас, правда, для кого-то камни с неба, а для вас это в плюс. И будет многое зависеть от того, как вы сумеете проявить свою дипломатию. Может быть, это какая-то история по части личной жизни. Хотя, ну, карты старшего аркана, все же они не совсем нам об этом. О том, что, скорее всего, тут вам себя придется перестроить. Но даже если что-то, предположим, какая-то, это ведь явно нам говорят, какая-то история с прошлого, которая долгое время, вот как та башня, прообраз тюрьма, да, с трещиной, она долгое время все никак о себе не давала знать. Мы к чему-то адаптировались, мы уже, может быть, и махнули рукой, сказали: "Ну, на это я не влияю". И вот теперь тогда это, знаете, своего рода как освобождение из каких-то уз, может быть, которые или от каких-то обязательств, или от какой-то грустной истории, потому что вам не просто тут что-то надоело, а для кого-то меня это замучило. Вот 2 карты. И вот теперь это как будто завершается, мои дорогие, потому что 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, к завершению длится, тянется как будто, да, развивается какая-то ситуация. Но для вас вот именно дипломатия, умение договориться, какой-то правильный взаимообмен, да, должен быть, энергообмен. Вот у вас такая возможность, у вас какая-то оказия происходит, именно потому, что вокруг вас что-то меняется. Второй знак судьбы. Но тут разные могут быть ситуации. Вот смотрите, особенно если нам карта уже тоже, считайте, как знак судьбы, вот по первой позиции, двойка кубков. Нам сказали дипломатия и умей договориться, лев. Я тут больше вижу, что тут что-то может быть связано почему-то. Так я начала трактовать, что именно ситуация может быть либо с людьми на работе, либо с какими-то третьими, да, сторонами, в каких-то соглашениях или ваших каких-то задумках, делах, может быть, и в творческих вопросах. И здесь, ну, все-таки, понимаете, здесь как экзамен жизни может быть и выйдет, когда то лицо, которое сейчас словно, да, под прицелом находится, может искать защиты у вас, а вам туда не надо. Но вот почему-то мне какая-то вот такая ситуация, которая, она действительно вас может удивить отчасти, потому что вы ничего подобного где-то не предполагали. Ну, может быть, и подумали когда-то, что-то тянулось, что-то вам, возможно, и не нравилось, но вот что вот так, тут с учетом карты башни, тут может быть какой-то даже мировой скандал на работе у кого-то. Но вам в этом участвовать не нужно, потому что, знаете, вас могут и подначивать. Часто по пятерке жезлов, ведь я говорю, что это карта искаженной информации или информационного хаоса. Поэтому, если вас к чему-то призывают, вы вынуждены себя сохранять в первую очередь. И вполне вероятно, то, что вы услышали, доверяй, но проверяй. То есть, откуда ноги растут у того или иного сообщения или новости. А если вас, ну, как подговаривают к чему-то, однозначно карта говорит, нет, стоп, как будто. Да, Лев, ты тут можешь, может быть, это ваше благородство, какие-то такие, знаете, но самые добрые мотивы, вы можете принять чью-то позицию, чью-то сторону, защищать кого-то. Опять же, вам туда не надо. Это не ваш экзамен жизни. Ваш экзамен жизни — просто наблюдать за тем, что происходит, и делать выводы. И вовремя, когда нужно, да, сказать себе «пора», потому что тут нужно думать о себе. Третий знак судьбы — это точно.
королева мечей. Приготовьтесь, что либо, правда, это, ну, может быть, с каким-то коллегой доведется прощаться, или когда вы что-то узнаете, может быть, о ком-то. Ведь прообраз Юдивь, королева мечей карты, да, и мы знаем, что уж отрезала так отрезала. Вот у вас все-таки будет какая-то тема, когда нужно принять, что, ну, вот что-то не может быть продолжено. И холодная голова. Никаких иллюзий не должно быть. Снова говорит карта такое серьезное, можно сказать, предупреждение. Может быть, не время даже каким-то своим благородным мотивам, побуждением. Вот будьте просто реалистами. Позвольте себе вот так с практической смекалки прожить эту декаду, чтобы себе, опять же, не навредить. Я вижу так. Что или кто спешит в вашу жизнь? Вот у вас-то все стабильно. Опять же, двойка жезлов. У вас достаточно, ну, такая, знаете, позиция твердая. Ну, может быть, по этой карте нам кто или что спешит в вашу жизнь, если мы спросили. Тут могут быть, я не исключаю, какие-то люди, которых вы уже знали, было общение, ну, как-то оно, может быть, будет продолжено, и вы об этом человеке задумаетесь сами. Или вторая ситуация, когда даже, опять же, по работе вы видите, что там происходит, и вы будете строить какие-то свои четкие планы. Потому что по этой карте, именно в этой колоде, у нас как молодой человек держит, ну, такой прозрачный как бы шар, но это одновременно как наша планета, да, он строит планы на будущее. Вот у вас какой-то новый план, может быть, появится. С чем это связано? Хотя жезлы, я как раз больше и склонна думать, что это рабочая ситуация, потому что это дела, работа, бизнес или откуда к нам приходят деньги. Так что там спешит или кто спешит? Опять королева мечей. Тут, вы знаете, вы можете столкнуться с какой-то женщиной, может быть и так. Все-таки две карты. Они как настаивают на том, что мы рассмотрели этот вопрос. Может быть и буквально у кого-то человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздух. Близнецы, весы, водолей. Или там имеет асцендент. Человек может даже не знать. Для кого-то из вас это какая-то история с руководителем даже. Может быть, все-таки эта карта так статусная. Скорее всего, по этой карте вы можете и правда узнать какую-то тайну о человеке, и, может быть, какие-то разговоры. Может быть, это то, что человек говорил о вас, вот я и такого не исключаю. Но, видимо, вам, мои дорогие львы, придется держать марку. Здесь какая-то игра, она может быть, а у кого-то это вполне вероятно. Посмотрите вопросы семьи, пары. Все-таки может быть, если меня смотрят мужчины, может быть и правда, женщина интересная для вас, может быть и женщина статусная или та женщина, с которой нужно что-то решать. Вот, кстати, может быть, как прежние отношения. Вот и такого я тоже не исключаю. Но, видимо, все будет зависеть от того, мы ведь все разные, хоть объединяет один знак зодиака. И если это какая-то история, которая длилась долгое время, и вот она теперь подходит к концу, тогда у вас на кону может быть новое знакомство, мои дорогие. Или для кого-то из вас, а, знаете, вы можете встать на выборе, если в отношениях была как трещина, примиряться или нет. Такого я тоже не исключаю. Тогда карта будет, конечно, говорить и о новом интересе, и найти взаимопонимание, возможность, безусловно, есть. Но сказать это однозначно не могу. Видимо, у каждого, это понятно, мы разные, повторюсь, у каждого своя какая-то задача. Кто-то будет строить планы, кто-то чему-то удивится, и ему придется, ну, как правильные параллели, как разделить зерна от плевел. А для кого-то это буквально может быть по работе, может быть, или какие-то общие темы, вопросы сводят вас с человеком, ну, который вам интересен. И, может быть, вполне вы этого человека знали. Я не исключаю неожиданности. В неожиданностях может прийти какая-то проверка. Или, может быть, руководитель. Пусть это не какое-то высшее звено, а сам руководитель непосредственно к вам заглянет, да, вот в ваше подразделение или будет интересоваться вашей работой. Я иногда говорю проверяющие по рыцарю мечей, потому что, вы знаете, эта карта очень хорошо, она в одной из колод
как-то характеризуется бунтарь без причины. Поэтому может быть вот такой бунтарь без причины, и все те ситуации, которые мы уже с вами рассмотрели, могут быть как раз связаны с какой-то такой неоднозначной историей на работе. Поверьте, вот повторюсь, вам туда не надо, потому что вы как будто наоборот, словно можете раскрыть все свои преимущества во всей красе. Для кого-то минус, для вас плюс. Вот как будто так. Вокруг вас может какая-то быть заваруха в том плане, что споры могут быть, один другому что-то доказывает, или такая немножко накаленная атмосфера. Но вам держать марку, и тогда вот в неожиданностях, наоборот, это будет возможности, да? Вот мы же говорим часто, кризис– это возможности. Что это? Может быть, и по части личной жизни тут какая-то история, правда? Личная история или рабочая? Что-то приближается к своему завершению или к трансформации. И тот, кто захочет по части личной жизни возможности изменить отношения, найти взаимопонимание, есть. Безусловно. А для кого-то из вас это может быть новость, которая от семьи приходит, кстати. Или она связана с кем-то из ваших родственников. Я это тоже не исключаю. Но я не вижу ни по одной карте, что вот вы должны прям буквально как-то включиться в какие-то дела, темы, бросить какие-то свои планы, занятия. Наоборот, все-таки нейтралитет. И иногда ведь королева кубков– это карта любящего человека. Карта очень добрая, хорошая, но иногда она символизирует ожидание. Вот, может быть, какое-то ожидание заканчивается. А также наряду с этим ожиданием, которое иногда доходит до самопожертвования, вот у вас какой-то, может быть, долгий вопрос, когда вы себя уже чувствовали, ну, может быть, и словно подзастрял или подзастряла где-то близко к этой жертве, какая-то зависшая история. Но, значит, высшие силы приводят в движение какие-то энергии, чтобы льву было все максимально понятно. Давайте мы с вами узнаем, а в чем же ваша фортуна. К неожиданностям, мои дорогие. Будь готов к неожиданностям, лев. Вот все то, что я уже проговорила, наверное, на все лады в разных вариациях. И понятно, что у кого-то это будут неожиданные новости, неожиданные какие-то перемещения на работе. Может быть, и смена графика работы, или даже как бы местонахождение работы. Может быть, есть разные филиалы. Может быть, кому-то придется отправиться в командировку. Все-таки рыцарь– это движение. Но это будет сопряжено с тем, что мы чего-то не можем отложить на потом. Может быть, ваш знак зодиака, когда вокруг какой-то хаос информационный, ну и людской, может быть, тоже, вы умеете как раз себя сконцентрировать и сделать, допустим, ту работу или то дело, которое пока там все мечутся, а вы это таки осуществляете. И это, безусловно, вам добавит бонусов. То есть ваша фортуна в неожиданностях. Буквально так. Личная жизнь. Завершить можно одиночество с учетом верхних карт. Потому что, правда, тут какой-то либо контакт. Ну, пока мы не строим планов грандиозных, да, нам со всеми картами не говорят, что ты прямо тут с чем-то на года определяешься. Но возможность выйти, да, из этого отшельника, она, безусловно, есть. Тем не менее, на личную жизнь мы пока еще, ну, каких-то там грандиозных замыслов не осуществляем. Потому что для кого-то ведь может быть и обратное, когда много работы, правда? У кого-то еще и работа на дому. Когда тут вообще больше приходится уделять внимание рабочему процессу, потому что, ну, от этого зависит ваша стабильность. Но все же отшельник– это у нас философ где-то, который идет своим путем. Поэтому для кого-то это может быть и вопросы карьеры. Вот какая-то рабочая история. Может быть, у кого-то рабочая и одновременно роман, мои дорогие, не исключаю. А для кого-то рабочая история в плане достижения построения карьеры может отвлекать вас или так немножко, может быть, даже будет желание словно уйти в этого отшельника. А что это значит? Еще одна карта, которая нам говорит о завершении какого-то дела, какого-то процесса, какой-то истории, может быть, наших прежних планов. 20-й аркан– суд. Страшный суд, но он вовсе не страшный. Это карта
Избавление от боли, избавление от страданий, возрождение, мои дорогие карта. Два старших аркана. Вот тут все идет своим чередом. Правда, наблюдайте, делайте выводы. И вот помните, что фортуна-то как раз в неожиданностях. Ну надо же, сколько у вас старших арканов. Аркан жрица. И это по части финансов. Вы знаете, заначку однозначно надо иметь. Нужно как-то вот так, все же жрица — это та, которая себя хранила в тайне, правда? Если мы так берем, и у вас выпадает на финансы. Может быть, тут что-то вы слышите, может быть, то, что вам говорят, где-то пытаются на вас надавить именно через деньги, обрисовывая вам какую-то финансовую ситуацию или, знаете, подначивая: "Вот тот получил больше". Тут, знаете, у вас могут быть такие периоды, когда сплетни, буквально. 2 королевы мечей у вас выпало. На вас самих вы видные люди. Может быть, и пытается кто-то вас как зацепить. С другой стороны, лев всегда заметен. Даже если вы слова не проронили, а к вам всегда какое-то может быть повышенное внимание. Правда, держите марку. Словно за вами могут наблюдать, мои дорогие. Может быть, именно от этого, вот от того, как вы поведете в какой-то ситуации, будет зависеть буквально ваш гонорар или ваше жалование, скажем так. Но и себя не обесточить, что по финансам. Вот это да, еще один старший аркан. Ну, то, что заначка, она пригодится, это точно. Может быть, вы и получите какие-то дополнительные деньги, о которых никто не знает. Это лично вас поощрят. Но тогда карта говорит стоп. Как будто деньги не трать. Тогда лучше заначка, мои дорогие, правда. А для кого-то из вас именно с каким-то новым направлением будет связана новая финансовая история. И тут у каждого по-своему. 2 карты сразу достались. Так получилось. И снова, посмотрите, десятка кубков, десятка пентаклей. Конечно, деньги есть. Деньги, но тут как будто отшельник, да, мы говорили, пусть на личную жизнь. Тут у вас все переплетается. И жизнь, и работа, и финансы. Вполне вероятно, вы будете строить планы на будущее, ведь аркан звезда — это выбор правильного направления, причем на долгий период, лет на 10 минимум. Вот для вас какая-то может открыться перспектива, которая будет для вас означать и финансы, и новые формы сотрудничества, или новая форма каких-то взаимоотношений. Может быть, это кто-то вам будет помогать финансами, вот как ваш партнер. Для тех, кто в паре, кто семейный, тут не только помириться, если это необходимо, но тут и какие-то радостные будут моменты, это точно. И причем по деньгам они-то как бы есть, но все же все карты настраивают вас, чтобы вы видели на пару шагов вперед. Давайте по вашим достижениям. Ну вот как раз карта будущего. И если мы сказали двойка жезлов, да, человек строит планы, словно смотрит вот на этот глобус полупрозрачный и пытается себе задать вопросы, что я сейчас умею делать хорошо, в чем я профессионал, чем я хочу заниматься. То если вы, может быть, в начале этой декады себе задавали пока только вопросы, пытались для себя какие-то мысли, формы определить, то, скорее всего, к концу декады у вас уже будет какая-то история прояснена. Ведь это карта будущего. И правда, опять же, жезлы. Поэтому я тут вижу по части ваших планов, безусловно, ваших, может быть, и творческих проектов каких-то, но будущее буквально, вот оно приближается с каждым днем в вашу жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Переходите, читайте мои статьи, публикации. Подписывайтесь на телеграм-канал, я вам буду искренне рада. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.